Всем привет, в этом видео у нас настольный вентилятор. Если я правильно понял, то данный вентилятор сделан компанией Yupin VH в сотрудничестве с компанией Xiaomi. Ну и начнем с упаковки. Сама упаковка выглядит интересно, сделана из плотного картона. На упаковке есть характеристики и QR-коды, ведущие на сайт производителя. Внутри нас встречает вентилятор и что-то похожее на гарантийный талон. Диаметр и длина устройства примерно 10 см. Вес почти 300 грамм. Длина провода около 1 метра, со стороны вентилятора он не крутится. Если поставить устройство, как это предлагается на большинстве картинок, то передняя часть будет задрана вверх примерно на 15-16 градусов относительно поверхности, на которой он стоит. По поводу держателя, он хорошо выглядит, приятный на ощупь, но он не кожаный. Об этом сказано везде, включая сайт производителя. Производитель называет этот материал PU Leather. Насколько я понял, это называется у нас эко-кожей или искусственной кожей на базе полиуретана. В некоторых случаях в верхних слоях может использоваться натуральная кожа. На ремешке с обратной стороны продублированы характеристики устройства, но опять же на китайском. Внутри 2 мотора и 2 пропеллера, у них разное количество лопастей, пропеллеры снимаются, но делать это нужно аккуратно и сильно много усилий не прилагать. Предполагается, что это для их очистки. Пробуем включить. Включение и переключение режимов работы происходит по краткому касанию корпуса устройства, при этом на длительные касания устройство не реагирует. То есть во включенном состоянии устройство можно переносить, оно не выключится. При выключении и повторной подаче питания устройство само не стартует. Потребление в первом режиме около 170 мА, во втором 270-280 мА. Передний вентилятор в первом режиме работы вращается с частотой около 1650 оборотов в минуту, во втором около 1900 оборотов в минуту. Задний вентилятор в первом режиме работы вращается с частотой почти 2000 оборотов в минуту, во втором около 2400 оборотов в минуту. В первом режиме работы анимометр показывает 3,5 метра в секунду, во втором 3,9-4 метра в секунду. Лист А4, расстояние от вентилятора до стены справа 80 см. В первом режиме около стены лист все еще отклоняется, хотя и не сильно. По субъективным ощущениям на расстоянии около 1 метра это легкий прохладный ветерок. На второй скорости на ближней дистанции лист отклоняется сильнее, но чем дальше, тем меньше разница между первым и вторым режимом. Субъективные ощущения это повторяют. По уровню шума. В тишине его очень хорошо слышно, но в офисе в рабочей обстановке я про него забывал. В видео микрофон, на который писался звук, находится слева сверху. Первая часть теста расстояния до микрофона около 20 см, вторая часть до стола с микрофоном и шумомером около метра. Лично мне данное устройство понравилось. Единственное, что я бы добавил, какой-то переключатель, по которому устройство само бы включалось при подаче питания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и удачных вам покупок!